Предупреждаю вас, в этом видео будут спойлеры к сериалу «Игра престолов». Не то чтобы их будет прямо много, да и касаться они будут только судьбы Дейенерис Таргариен, да и кому вообще в 2К19 есть дело до спойлеров к «Игре престолов», но я вас, если что, предупредила. Зерис, я не хочу замуж, я хочу домой. Всем привет! Меня можете называть Сарой. Добро пожаловать ко мне на канал, где я говорю. Пожалуйста, будьте вежливыми, я тут новенькая. Сегодня я расскажу вам свою историю о том, как я сделала косплей на персонажа Дейенерис из дома Таргариенов, именуемая первая, бурерожденная, законная королева Андалов Ройнар и первых людей, разрушительница цепей, королева Мейрина, властительница залива работорговцев и мать драконов. Неопалимая мать драконов. Из сериала «Игра престолов». Если вы вдруг не знаете, откуда этот персонаж. Так. Это видео не является туториалом. Это видео в формате «я сижу и говорю». Если вам интересно узнать, как я сделала этот образ, и если вам вообще, в принципе, интересно узнать, как я отношусь к вселенной Льда и Огня, то let's go! В фэндоме Льда и Огня я совсем недавно, всего 2 года, с того момента, как выходил 7-й сезон. До этого момента я довольно равнодушно относилась к этому всему. Я считала, что этот сериал популярен исключительно из-за сцен жестокости и насилия и разврата и похоти. Игнорирую как-то тот факт, что вообще-то там сеттинг средневекового фэнтези, который я просто обожаю. Однажды я находилась в гостях у человека, который давно «Игру престолов» смотрел и очень любил ее. По крайней мере, первые несколько сезонов. В тот период времени как раз выходили новые серии 7-го сезона, и он, понимая, что я полностью равнодушна к этому делу, вежливо у меня попросила, можно ли ему посмотреть новую серию. Я ответила ему, да, конечно, пожалуйста, смотри, я даже могу посмотреть ее вместе с тобой. Заодно и посмотрю хоть от чего там все люди с ума сходят. Вместе будет весело. Мне вообще наплевать на спойлеры. И когда я приехала домой, я скачала 1-й сезон «Игры престолов», чтобы познакомиться поближе. Потом я скачала весь пак всех сезонов. Знаете, на тот момент я, в принципе, знала истории главных персонажей этого сериала. Мне были известны основные сюжетные повороты, самые большие, и кто там кому как относится, и кто там умер, кто там живых остался. Мне, в принципе, это все было известно, потому что я всю свою молодость, 80% жизни проводила в интернете, а проводить так много времени в интернете и ничего не знать про «Игру престолов» — это... It's quite a challenge. Я считаю это доказательством гениальности первых сезонов «Игры престолов», потому что, несмотря на то, что я знала все спойлеры и все судьбы персонажей, и все главные события, мне все равно было безумно интересно узнать, как же эти персонажи к этому-то вообще пришли, что же с ними случилось, через какие испытания они прошли. Потом вышли 6-й и 7-й сезоны. Так, ладно, я не буду в этом видео ныть о том, что сериал скатился. Не буду этого делать. Это позитивное видео. Никакого негатива в этом видео не будет. Дейенерис. Это персонаж, который произвел на меня самое большое впечатление. Дейенерис — это персонаж, у которого есть мечта. Она имеет четкую форму, четкое представление и четкое физическое воплощение в реальности. Это Железный трон. Конечно, сперва нету вообще почти никаких возможностей это получить. Но чем больше она представляла эту мечту в своей голове, чем больше она прокручивала ее, постепенно все события, и удачные, и неудачные, начинают складываться в такую цепочку, которые ведут ее к этой цели. Происходят такие события, которые изначально казались вообще невозможными. Она даже не думала о том, что так можно. Как будто бы сама Вселенная начинает
начинает работать на то, чтобы эта мечта у нее сбылась. Я была очень удивлена, обнаружив, что, вообще-то весь принцип персонажа Дейенерис Таргариен в этом сериале, он построен на вот этой необычной особенности нашего мира. Движение к мечте. Мечты-то они сбываются на самом деле. Какие бы они ни были невероятными, неисполнимыми, ты реально можешь заставить Вселенную работать на исполнение этой мечты, если ты будешь очень долго думать об этой мечте, постоянно прокручивать ее в своей голове, иметь четкое представление об этой мечте, как она должна выглядеть и что тебе для этого нужно, постоянно прокручивать это в голове и хоть сколько-нибудь перебирать ногами в сторону исполнения этой мечты, начинают происходить волшебные события. Космос дает тебе возможности просто из ниоткуда. Чудеса случаются, драконы вылупляются из камня. Я сама сталкивалась с этим в своей жизни. Все мои мечты, о которых я достаточно долгое время мечтала и прокручивала в своей голове, они исполнились в результате. И я в свое время была очень удивлена этому явлению. И всякий раз, когда я узнаю, что у кого-то случалось нечто подобное, это вызывает во мне такую радость. Пока я смотрела этот сериал и наблюдала за судьбой Дейенерис, я искренне прониклась ей. Когда она проходила через все эти неудачи, через все эти безумные события, которые происходили с ней, когда она шла на риск, и он окупался каким-то волшебным образом, хотя было абсолютно понятно, что все кончено. Но стоит ли всю свою жизнь повязывать на одной единственной мечте? В этом ли смысл твоего существования? И что делать, если эта мечта исполнилась, не дай бог? В принципе, судьба этого персонажа, она отвечает и на эти вопросы тоже. Да, 8 сезон. Но это уже тема для другого ролика. Тема ролика. Какая тема ролика? Черт возьми, косплей. В первоначальном скрипте к этому ролику, у меня есть скрипт к ролику, вся эта часть, где я рассказываю про мое отношение к Игре престолов и к Дейенерис, была заменена мейкапом. Я рассказывала, как я делаю макияж на Дэнни. В моем косплее на Дейенерис макияж — это самая главная деталь, потому что, у меня есть пару схожих черт с Эмилией Кларк, но что делать с остальными 10 чертами моего лица? Я правда переживала, как я буду выглядеть в этом образе. Но в результате все оказалось очень даже неплохо. И совсем не страшно. На мой взгляд, по крайней мере. Но мой ролик получился настолько затянутым. И он из-за этого стал больше похожим не на мою историю косплея, а на мейкап-туториал. Хотите такой ролик? Мейкап-туториал от GTL? Если хотите, то напишите. Если не хотите, то не хотите. Не заставляю. Яйцо дракона. Я решила сделать яйцо дракона, потому что это яйцо дракона. Почему я вообще должна это объяснять? Я очень не люблю образы косплейные без чего-то, что можно держать в руках. Но так как у Дэнни нету оружия, единственное, что логично смотрелось в том образе, который я делала, это яйцо. К тому же, я очень люблю на фестивалях, когда ко мне подходят фотографироваться люди, давать им подержать что-то, с чем они могут поинтерактировать. Им это нравится, они получают от этого удовольствие, я получаю удовольствие от того, что они получают удовольствие. Миссия выполнена. И если ты дашь человеку потрогать что-то, то больше вероятность, что он не будет трогать тебя. Такой вам лайфхак, девчонки. Но я долго ломала голову над тем, как, нафиг сделать это яйцо дракона. Первая мысль моя была, естественно, моя любимая папье-маше. Я вообще папье-машешная душа. Вы еще в этом, ребята, убедитесь. Но особенность создания чего угодно из папье-маше состоит в том, что тебе нужна форма, на которую ты будешь наслаивать газеты и ПВА. Форма яйца дракона, и это достаточно нераспространенная в быту вещь. Я ходила, искала ее по магазинам игрушек, по всяким бытовым магазинам типа Интек, Галамарт, в Окее, в Ашане. Такой не было. У меня была идея взять воздушный шарик. Но звучит как-то ненадежно. Но сейчас я смотрю на это яйцо и понимаю, что оно вполне похоже на эту форму. У меня был второй вариант — использовать пепакура, на котором я и остановилась. Я вырезала из что-то там 3 или 2 миллиметровой Ева пенки. Это
коврик туристический из Икеи. То еще подумайте, что у меня там какие-то материалы, которые не могут достать простые смертные. По такой вот выкройке я навырезала, по-моему, штук 12 лепестков из Ева пенки и склеила их между собой. И получилось яйцо. Есть еще выкройка из 4 лепестков, тоже можно достичь такой овальной формы, но эта овальная форма, она не совсем яйцеобразная форма. У яйца кончика заужение, а у основания расширение. И такого эффекта я смогла добиться вот с такой вот выкройкой. Однако я все-таки считаю вариант с шариком намного выигрышнее. Во-первых, это была супер грязная и мерзкая работа. Я вся вымазалась в космофене, пока вырезала и лепила эти лепестки. И еще одна особенность такого способа: в результате яйцо получилось ребристым. Эти края, конечно, можно попробовать, например, воздействием тепла скруглить. Есть еще вариант спилить эти ребра дремелем. Но знаете что, ребята? Дремель — и это статус. Но мне вообще-то было наплевать на полигоны, потому что я потом все равно покрывала яйцо чешуей. Но если вам нужна гладкая форма, то лучше попробуйте вариант с шариком. После этого я укрепила свое пенное яйцо что-то вроде 4 или 5 слоями папье-маше для прочности. Потом пошел процесс налепления чешуи. И знаете что, ребята, это было даже не ужасно. Это было очень время затратно, да, но это было такое медитативное занятие. Я сидела, вырезала эти чешуйки. Вырезала я их из тоненькой-тоненькой Евы. В Леонардо этот материал называется пластичная замша. И мне нравится, как это звучит. Стоит там что-то типа 100, что ли, рублей, чуть больше, наверное. Вырезаете треугольничек из пенки размером с ноготь. Подрезаете сверху чуть-чуть углы. Я поначалу даже парилась над размерами этой чешуи, делала постепенное уменьшение их. У основания они были чуть больше, а к макушке должны стать совсем маленькими. Но где-то вот на этом вот моменте у меня что-то закончилась маленькая чешуя, и осталась большая, и я налепила внахлёст вот здесь вот друг на дружку ее, и получилось нормально, так что можете даже не париться о размере этих чешуек. И о ровности тоже, потому что если они будут не похожи друг на друга, получится такой эффект натуральности, как будто сама мать природа создала это драконье яйцо, натуральность, драконье яйцо. Ладно. На саму макушку я все-таки налепила такой цветочек из маленьких-маленьких чешуек. И по сравнению с тем, что находится в actually сериальных яйцах на макушке, просто какой-то непонятный замес чешуи, это еще искусство. Клеила я эти чешуйки на горячий клей, потому что, во-первых, это яйцо дракона. Клей горячий является расплавленным полимером, и он придает этой чешуйке немного округлую форму, так как плавляет ее. А во-вторых, он еще с собой создает плотный слой, из-за чего, когда чешуйки наслаиваются друг на друга, они не проваливаются и форму свою не теряют. Но, блин, ребята, будьте аккуратны. У меня сгорело 2 клеевых пистолета, пока я все это делала. Они были дешевые китайские, но все равно. У первого пистолета просто сопло расплавило пластиковый корпус из-за длительного нагрева, а второй он взорвался, ребята. Он взорвался. Я клянусь богами, старыми и новыми. Он стоял вот здесь, рядом со мной, пока я вырезала чешую, и он взорвался и горел огнем. Дракарис. Он, конечно, быстро потух, и огонь, слава богу, не перекинулся никуда, и на меня включительно. Но это все равно был не самый приятный экспириенс в моей жизни. Ребята, давайте остывать своему горячему клею периодически. Яйца из-за шая и из-за длительного пребывания вдали от тепла огненных гор и вдали от крови Таргаринов закаменели. Особенно это видно у основания. Сделала я это при помощи герметика и большой кисточки. Прям берете шмат герметика кистью и... Мне просто тяжело описать этот процесс словами. Первый и самый нижний ряд чешуи нужно постараться прям почти полностью закрасить этим герметиком. Чем выше вы идете по чешуе, тем меньше можно этого герметика оставлять. По-моему, слой 4 было герметика, не помню точно. Ну, до satisfaction своего, в общем, покрывайте. И лучше делать это герметиком, потому что потлевка, если наносить ее слишком толстым слоем, она будет отваливаться кусками от поверхности. Я знаю, есть еще всякие формовочные крутые
пасты, которые существуют специально для текстурирования всего этого. Но герметик стоит 100 рублей. И им еще можно потом крафт грунтовать. Так что я долго не могла решить, в кого именно мне выкрашивать это яйцо. В Рейгаля зеленого или Дрогана черно-красного. Про золотое яйцо Визариона, by the way, я даже не думала, потому что кто вообще любит Визарион? Это самый отстойный дракон. Дроган — это самый главный, самый близкий для Дэнни дракон, которого она оседлала. Он был назван в честь ее любимого мужа. Он самый большой, самый сильный и крутой дракон Дейенерис. К тому же сочетание черного и красного и цветов — это же символ дома Таргариенов. И к тому же очень красивое сочетание цветов, которые я люблю. Но именно зеленое яйцо Рейгаля было первое, которое Дэнни достала из сундука, подаренное ею на свадьбу от магистра. Да и зеленое яйцо, оно само по себе очень ярко, оно будет красиво на фотографиях выглядеть и очень хорошо сочетается с бежевым костюмом. Ну еще я очень люблю Джона Сноу еще. Вот что. Ну и после 4-й серии 8-го сезона выбор был очевиден. Это точно будет Рейгаль. Перед покрасом я нанесла пару слоев акрилового грунта. И, ребята, акриловый грунт — это очень классная вещь. Он при застывании образует подвижную пластичную пленку. То есть он не трескается и намертво приклеивается к пенке. Ева пенки. Я ее перед этим ничем не праймила, ни ПВА, легло просто... К тому же он сам по себе обладает такой небольшой выравнивающей способностью, почти как штукатурка или тот же самый акриловый герметик. После грунтовки я нанесла базовый черный цвет, но сейчас, смотря на готовый результат, я считаю, что лучше в качестве базового цвета нужно было использовать что-то потеплее, типа, например, темно-коричневый. Особенность покраски чего бы то ни было акриловыми красками заключается в том, что нужно это делать очень тонкими полупрозрачными слоями. Во-первых, чтобы не было вот этих вот полосок от кисти. А во-вторых, чтобы добиваться естественного перехода от темным к светлым оттенкам или к оттенкам разного цвета. Звучит все как-то мудрено, но это просто. Сначала базовый темный цвет, чтобы задать тон. Как я вам уже сказала, лучше сделать это темно-коричневый, а не черный, как у меня. Потом слой зеленого, потом еще слой зеленого. У макушки зеленый был чуть потемнее. Чем ниже, тем зеленый был светлее. Так, еще и слой 4. Низ яйца я сначала нанесла супер светло зеленым, потом я нанесла поверх коричневый пару слоев. Потом я опять нанесла местами супер светло-зеленый. Опять же, как и в случае с нанесением герметика, чуть-чуть нужно как бы заходить на верхней чешуйке. А потом в конце поверх этого всего серо-бежевым супер сухой кистью лучше показать, да, чем говорить типа вот так, чтобы вот эти все выпуклости, которые мы делали герметиком, они обрисовались и получился эффект запыления. Потом сверху матовым лаком и that's all. Ее зовут Маруся. И я очень люблю тыкать в нее иголки. И Маруся постоит тут, пока я расскажу вам про парик. Знаете, ребята, у меня есть нездоровая зависимость. Это дорогие лейсфронтовые парики. Мне кажется, я уже просто не в состоянии покупать что-то, что не является дорогущим лейсфронтовым париком. Это уже мой второй. И я боюсь за будущее свое немного. Но, с другой стороны, уж на кого, как не на Дейенерис, господи, мои боги Таргариен, покупать дорогой лейсфронтовый парик за 2500. Кстати, это все, конечно, только мои домыслы, но я считаю, что именно после «Игры престолов» лейсфронтовые парики стали просачиваться в среду косплееров и, в принципе, становиться таким массовым и легкодоступным продуктом. Потому что Эмилии Кларк волосы далеко не длинные, серебристо-золотистые. Она вообще брюнетка от природы. Поначалу, когда сериал только выходил, там, что это был, 11-й год, люди не могли понять, как у нее могут быть такие волосы, и как она все время перекрашивается, что ли, что это за магия. Но это
Это тот самый Lace Front парик. Кстати, не только Эмилия носила парик, еще и Лина Хиди, и Софи Тернер, по-моему, тоже носила его, и Джон Сноу в первых сезонах тоже носил парик. Когда Эмилию готовят к надеванию этого парика, вы можете посмотреть по документалкам, ей сначала накладывают фейковую лысину, гримируют ее в тон кожи и уже поверх надевают на нее парик и закрепляют его особенным клеем. У меня, конечно, вариант более лайтовый, без лысины, с 2 капроновыми бежевыми шапочками. Есть еще один лайфхак от разработчика. У Дейенерис в сериале лицо обрамляют так называемый baby hair. Во-первых, этот baby hair, молодой волос, он передает молодость персонажа, потому что у подростков встречается такой эффект, так как голова растет, и молодого волоса появляется очень много. Но, во-вторых, этот baby hair служит тем, что он просто скрывает за собой сетку парика. Да. И чем мы хуже, я по краям своего парика на сетке эти волосы подстригла, чтобы тоже этот эффект baby hair передать. Я косплей делала на образ Дейенерис, и из первой самой серии с ее свадьбы с Халом Дрогу у нее в тот момент прическа простая. На тот момент у нее еще нету супер крутых косичек, потому что она еще не до траки. Ее прическа это просто такая типа двойная мальвинка. Центральный хвостик, забранные пряди по краям. Пряди забраны не прямо у края лица, а чуть-чуть выше, чтобы оставить эффект свободного обрамляющего волоса. На макушке 4 хвостика, 2 хвостика просто уходят вниз никуда. Пряди берутся немного другие и перехватываются 2 резинками в центре, и that's all. Спасибо, Дэнни, что у тебя еще нету таких диких кос. Когда я делала заказы для этого костюма с интернета, я что-то... По каким-то причинам на тот момент я не додумалась, что серебряные украшения, которые были в прическе у Дэнни, их тоже можно заказать, причем очень задешево. Но я почему-то об этом не подумала в тот момент. Ну, знаете ли, бывает так. Но я их уже заказала, они ко мне просто еще не приехали, поэтому я вам не могу их пока показать. Но я оставлю внизу ссылку на эти штучки, которые вы тоже можете заказать. Кстати, вообще все, что я купила для этого косплея, я внизу укажу. Пожалуйста, переходите и скачивайте. You get the point. And finally, под самый конец, ролика, где я рассказываю про свой косплей, мы переходим к actually костюму. Но мне на самом деле про него мало что есть вам рассказать, потому что этот костюм я заказала с Алика. Знаете, я не вижу вообще ничего зазорного в том, чтобы заказывать костюмы для косплея из Китая. Лично я, я только про себя говорю, при создании своих образов в первую очередь руковожусь денежными затратами. Если я вижу костюм в магазине на Алике, вижу его качество и понимаю, что я сошью сама этот костюм за ту же цену, за которую он тут представлен в магазине, или даже дороже, я вообще не вижу проблем, почему я должна делать это сама и не заказывать его. Потому что в Китае действительно все стоит дешевле. У них и экономика, во-первых, получше развитая, чем у нас, и материалы очень дешево стоят, и работа человека часов тоже дешево стоит. Поэтому... И, ребята, эти костюмы, они реально офигенного качества. Я вам сейчас буду продавать этот костюм, который купила лично я. Это вообще самый удобный костюм, что я носила, Эва. Ну, он чуть-чуть там длинноватый, но все можно подшить. Он на теле у меня сидит просто великолепно. Он такой мягенький. Мягенькие удобные резиночки. Что меня больше всего в этом костюме покорило, это ткань, из которой он сшит. Посмотрите, он выглядит так натурально и круто. Конечно, в самом сериале эта ткань была более шелковистой, но за ту цену, за которую я его купила, это просто офигительно круто. В нем, конечно, есть много чего, что нужно доработать. Во-первых, он приехал без... бруч. Как это по-русски? Брошь? Докупала уже отдельно. Лямки, конечно, у платья тоже должны быть не из кожи зама. Они должны быть расшиты серебристой тесьмой, чтобы быть каноничной. И еще нашивки на рукавах. Я когда-нибудь это сделаю. Да, я когда-нибудь все это сделаю. Обувь! Обувь в косплее, это важно. Я нашла их в секонд-хенде за 400 рублей. Ха-ха!
Я долго вообще не могла понять, какая обувь должна быть у Дэни в моменте ее свадьбы. Не удавалось найти никаких моментов, где у нее видна обувь. Другие эпизоды с Дэни я видела, у нее обуты были всегда сапоги. Я решила, что почему бы не обуть потрясающие сапоги в этом ее костюме. Этот вариант лучше, потому что смотрите, какой большой крутой каблук. Те, кто знают, они знают, что если есть возможность даже вопреки канону немного увеличить платформу, на которой ты ходишь, этой возможностью нужно пользоваться. Потому что мы любим страдать! Потому что, когда ты встаешь на каблуки, во-первых, ты просто тупо физически становишься выше. Во-вторых, все твое тело напрягается, спина выпрямляется, фигура собирается в более красивый свой внешний вид. Твои силы, конечно, покидают тебя стремительно, и ты под конец дня не можешь поднять свои ноги, но это цена, которую мы, артисты, платим за то, что мы выглядим хорошо. Я еще думаю, эти сапожки украсить переплетением ремешков. Посмотрите, какой еще цвет крутой. Он так сочетается с этим бежевым платьем свадебным. Но потом я нашла тут момент, когда у нее видна обувь, и это что-то типа балетки, переплетенные лентами. Я выбираю сапоги. Так, я, походу, забыла написать, в своем суперсценарии, когда я прощаюсь с вами, поэтому придется импровизировать. Когда я начала посвящать наибольшее количество своего времени творчеству и поняла, насколько тяжело создавать что-либо, особенно с нуля, у меня пропало желание критиковать работы других людей. Я уже тут периодически давала такие намеки тому, как я отношусь к последним сезонам «Игры престолов», особенно к самому последнему из них. Но именно по этой причине я не хочу создателей этого сериала ругать, потому что они уже получили свое. 55 дней снимать ночью битву, которая не имеет никакого логического основания, это уже наказание для этих людей. Я же хочу в своей голове сохранить приятные воспоминания того, что дал мне этот сериал. И персонажу Дейенерис Таргариен я благодарна тоже, потому что она вызвала во мне эти эмоции, сопереживания. И я безумно благодарна и Мартину, и Дэвиду, и Дэну, и Эмили Кларк, и всем, кто одевал и красил Эмилию Кларк за то, что они создали такого вдохновляющего персонажа, который вызвал во мне так много эмоций. Безумно горжусь тем, что я его скосплеила. И я обязательно еще вернусь к этому персонажу, когда я наберусь чуть больше опыта. Я надеюсь, что вы будете в этот момент со мной. Большое спасибо вам за то, что вы провели со мной все это время. Мне это безумно приятно. И мы с Рейгалем говорим вам пока. Черт, я же не сказала, что она к Халисе до Тракийского моря. Ну ладно, надеюсь, никто не заметит.